Стою на высокой полочке над рекой. Удивительная погода, вообще нет ветра для Чукотки. Ну, такой совсем-совсем маленький. Для Чукотки редкость. Солнце в какой-то дымке. Здесь нет воды, но я не поленилась здесь все-таки встать, чтобы был такой красивый обзор. И спустилась вот туда к речке вчера за водой. Вон мой перевал за этой горой, который вот темный весь. Ну вот прям в центре, направо поверну. Как бы сквозная долина. А это ручей Енранай. Красотища. Обзор-то так вот оленеводы любят вставать, чтобы далеко видно было. Эта горочка облачная, чуть выше 1000 метров. А я сейчас нахожусь где-то в 300 метрах. Ну вот я пересекла хребет Искатень, переваливаю. И сейчас буду спускаться все ниже и ниже. Уже выхожу из высоких гор, честно говоря. Без сожаления, я уже нагулялась по ним. Теперь я иду в тундру. Там будут горки, конечно, но где-то 800, может, метров максимум. Отдельно стоящие 500. Теперь я приближаюсь к просторам тундры, к мысу Дежнева. И там, надеюсь, будет разноцветие осеннее тундровых трав, тундровых кустарничков. Тут, где недавно сошли снежники, вовсю цветут незабудочки. Да, что не говори, но местами по Чукотке передвигаться очень даже легко. Очень быстро. Вот по такой тундре это просто песня шагать. Скорее бежать, идти дальше по маршруту. С такой радостной мыслью проснулся я сегодня. Широкая долина следующего ручья моего. И опять с него тоже переваливаю. Все ниже и ниже. Очень здорово, что у меня запасено около полкило печенья. Вообще я поняла, что лучший обед – перекус для меня. Это сладкий чай с сухарями с маслом. Именно так сухарями перекусывали геологи в далеких 30-х годах, если почитать воспоминания Урванцева, например. Когда покупала сухари в Ингуэме, хотела взять 2 килограмма. Но там осталось 3 пакета по 500 граммов, и я решила, что значит так и надо. Ведь от буханки хлеба на первое время я никогда не могу удержаться. И еще взяла печенье. Теперь я отчаянно экономлю сухари. Но и раз в день перекусывать я не могу. Кончается энергия. Поэтому я перекусываю 2 раза в день. Сначала 2 печеньями с водой. Потом позже, на обед, у меня горячий чай с хлебом и маслом. Пока еще с хлебом. Вот я снова спускаюсь с перевала, перевальное озеро. И впереди такая родная низкогорная тундра. И мне так хорошо что-то на душе становится. Что не будет высоких гор больше. Там должно быть теплее, больше кустарника. Костер будет. Журчание ручья, гудение костра в горелке, в печке. Небольшой ветер, его шум. Что может быть прекрасней? Дров надо совсем немного. Принесла вот такую охапочку. Такие толстые даже нашла. Тут голая тундра. Но вот кустики, вернее остатки их, попадаются щепочки по берегам. Выносит течением. В тундре уже проявляются после заморозков красные листочки. Эта часть пути по выходе из гор, казалось мне, будет достаточно замысловато по ориентированию. Тундра, она не бывает ровной. За каждым поворотом, бугорком новые виды открываются. Они манят вперед, не дают остановиться, влекут. Ох, красота!
Здесь, в среднегорной тундре, нет особенно ярких ориентиров. Однообразные пологие сопочки, похожие друг на друга, очерчивают линию горизонта. Здесь широкие долины ручьев, просторы межгорных равнин. Здесь нужно четко идти по долинкам и притокам, поворачивать в нужные распадки. Тундра, она, конечно, бывает вот такая заболоченная. Но у меня пока были участки все-таки, где больше горной тундры. По такой тоже идти можно достаточно быстро. Вот только когда начинаются совсем уже мочежины такие болотистые, тогда тяжелее становится. А так нормально. Мне встретился вездеходный след. Это, конечно, редкость, но бывает. Старый. Когда тут проходил, кто его знает. Следы долго сохраняются. Ну, оленеводы явно здесь кочуют, здесь хорошие угодья. Я следы оленей видела много уже. Вечернее освещение прекрасно. До озер Янрамай-Гыдгын 1,5 километра. И сейчас я пересеку полярный круг где-то здесь рядом. Это не то, что там на дороге, что я ездила по делам в Агвитинот и обратно. Это на маршруте. Фух. Комара мои штаны не прокусить. Но вообще, по сравнению с кочками и тяжелым рюкзаком, комары это вообще ничто. Под вечер у меня начинается что-то зажимать на спине под лопаткой. Болит, не дает нормально нести рюкзак. Приходится чаще садиться, чтобы как-то расслабить эту мышцу. А здесь, в этой болотистой тундре, не везде присядешь. Закат красит горки. Да, широченная долина тут заболочена. Сток появляется только ниже озер. Осталось дотянуть до суши. Там на берегу озера должны быть кусочки сухой земли. Уже закат здесь в августе. Да уже сейчас перевалю полярный круг на юг. Уже темнеет. 16 августа. Да, под конец дня в этих заболоченностях, чтобы дотянуть до места, мне помогает только песня. И над степью зловеще ворон путь не кружит, не кружит. Мы ведь целую вечность собираемся жить. Немножко осталось на том берегу. Сухая земля. Да, такие красоты, конечно, придают силы. И даже сначала, перед постановкой палатки, я наладила спиннинг и сделала несколько забросов с разных мест, но четно. Здесь достаточно мелко, наверное, нет рыбы. А еще, на удивление, я не нашла здесь ни одного камешка, чтобы привалить юбку моего тента для надежности. Но, слава богу, ночью ветра не было. Итак, мы находимся на берегу озера Янранай-Гыдгын. Здесь моя палатка стоит в 7 метрах от воды. Вчера я пересекла линию полярного круга. Она проходит вот как раз по тому берегу озера. И до этого я была все время в Заполярье, теперь буду в Приполярье. Весь мой маршрут теперь будет проходить южнее полярного круга. Это 66 градус и 33 минута северной широты. Августа сегодня. Небольшой ветерок дует, солнышко проглядывает.
До сюда от трассы Юльтинской я прошла порядка 100 километров, может чуть меньше. До начала сплава мне остается около 50 километров. Надеюсь пройти за 2 с небольшим дня и начать там сплав. Ну а дальше еще переходы и сплавы мне предстоят. Но не сказка ли стоять в таком месте, на берегу такого удивительно прекрасного озера? Всю ночь пролетали здесь утки, журавли кричали, лебеди. В общем, красота. Вот и моя палаточка посреди открытой тундры. Все было заболочено на том берегу, здесь вот по суше. 2 предыдущих дня я шла по незаявленному в турклубе куску маршрута. И было немножко тревожно, что в случае чего меня не найдут. Теперь у озер я снова на заявленной, известной друзьям, нитке. Вот тут снова встретила вездеходный след, и вон бочки стоят, маркируют путь кочевников-оленеводов. Да, здесь не пропадешь. Вот заготовленные дрова. Костер был, но когда это было? Непонятно. В тундре километры определяются, расстояние определяется не километрами, а качеством дороги. Вот такая качкарниковая тундра уже замедляет ход. Но здесь хорошо, она не заболочена. Да и когда идешь по ровному, это еще ничего. Но тут болото бывает и на склонах. Вот там самое тяжелое начинается. Ну, вон, раз растет пушица, значит заболочено. Фу. Впервые за последние дней 10, наверное, можно раздеться до футболки. А то такой холод стоял. Даже когда вроде даже и плюс 20, но когда сильный ветер, все равно холодно. А сейчас жарко, действительно. Ну, конечно, надо идти в штормовки, потому что комары, они футболки совсем не дают идти. Фу. Когда долина сужается, появляется ярко выраженный уклон, становится суше. Вот горная тундра уже пошла, здесь идти очень быстро. А вот там на сужении совсем уже будет, я думаю, хорошо идти вдоль русла ручья. Направо мне туда, на сопочку ближайшую. На сплаве, в местах, где речка широко разливается, где наледи, где много проток, оставившие наледи, это бедствие. Там не проплыть, становится мелко. А на пешей части пути это подарок, это мелкие протоки, камешки глаженные, идти очень быстро. И бывает красиво, когда наледи подходят к руслу. Пошли первые кустарнички на реке. Я иду на юг, к теплу. И ветер в спину. Это очень хорошо. Как же хорошо, когда выходит солнышко, освещает склоны. А моя речка Янрамай, бам, уже становится настолько глубокой, что, похоже, по ней можно было бы сплавляться. Удивительно ровное тут покрытие. Тут лежал снежник, растаял, и теперь все камушки такие прям спрессованные. Очень хорошо идти. Да, тундра все красивеет и красивеет. Какие уже яркие листочки Арктоуса. На пути к речке Важной, притоку Иргувиема, у меня несколько невысоких перевалов. Здесь важно четко идти по долинкам и притокам, поворачивать в нужной распадке, переходить водоразделы в намеченных местах. Ну не красота ли? А вот там впереди новые горы, новая картинка мне сейчас откроется. Не, ну это, конечно,
Потрясающе. Все так меняется. Новые пейзажи. Краски какие. Ой. Здесь я особенно боюсь потерять или испортить карту. Поэтому, чтобы справиться со страхом, не заблудиться бы, все свои карты я укладываю в отдельный гермомешок, чтобы их точно не подмочить. Вот это речина, левый. Ромай, вам. Чует мое сердце. Начну я сплав раньше, чем планирую. Это очень хорошо. Не по Иргувиему, а по его притоку. По речке Важной. Хотя бы километров 7, и то хлеб. Выше сплав начать. Мне приятно собирать дрова перед обедом. Это занятие напоминает сбор грибов. Я отдыхаю за ним. Хожу кругами по большому пространству приречной полосы. И в мелких тундровых кустарничках, которые не ботаник, скорее назовут травами, по крупинкам набираю отдельные, застрявшие после паводков палочки и щепочки. Вот иду, и посреди тундры валяется какая-то недожженная книжка. А мне так не хватает чтения, возьму, почитаю вечером. Что тут написали? Да, здесь чуть долинка поуже, и есть снежники. Еще на склонах. И желтая трава, которая только из-под снега появилась. Ну ведь это конец лета Чукотского. У меня было много вариантов пересечения хребта и Скотень, но я выбрала тот, который более пролегает по перевалам горной тундры и меньше касается, пусть более низких, но зато более заболоченных перевалов. И это лето, пусть и не особо теплое, зато сухое. Низкая вода в ручьях оставляет открытыми обширные галечные отмели. Идти по ним – одно удовольствие. Это мой ручей на перевал к речке Важной. Тут уже недалеко, но уже сегодня не пойду. Останавливаюсь в последней зеленке. Вот тут вот есть участок тундры. И встану. Да и солнце уже садится. Сейчас 7:30 вечера. Когда хорошая погода, я рюкзак распаковываю прямо на месте будущей палатки. Все уже выкладываю так, как у меня внутри практически будет лежать. Благо, что тент без дна. А потом его разворачиваю и ставлю вот на весле и палки. Они у меня как направляющие. Вот палка. А там половинка весла. Закат расцвечивает. Лагерь. Когда утро встречает солнцем, это прекрасно. И я иду встреч солнцу на восток. Удивительный здесь ручей, весь в тени. Все мохнатое в нем. Какие-то здесь, видно, условия хорошие для водорослей. Да, количество и толщина снега все-таки поражают в конце лета. Килограмма
Утром иду достаточно бодро, особенно когда этому способствует солнечная замечательная погода и такие великолепные пейзажи, такие удивительные красоты. Да и горошь какой. Достаточно хорошая. Перевалы пошли совсем легкие, пологие. Вон очередное озеро под перевалом. А потом мне завернуть за правую горку вдали, где снежники, и влево, и все. Там будут истоки реки Важной, притока Эргувиема. И снится мне вешка, снегов поваляшка. Да, здесь были люди, а вот и дрова тут есть. Вот это да, на пути к истокам Важной, на моем последнем вот этом небольшом перевальчике, встретил настоящую дорогу. Она справа подходила. Просто вездеходная дорога. Вот тут следы всяких поломок старых. Вот это да! И я просто в цивилизации какой-то. След старый, но очень хороший. Все, пройден последний перевал на этом первом Волоке. Впереди уже видны разливы реки Важной. Притока Эргувиема. Болото — это, конечно, самое неприятное вещь, но такие участки бывают редко. Ну, а Петя Жуков, я думаю, мой друг, здесь бы уже надыл лодку и поплыл. Но я все-таки еще пройду. Это здесь можно. Что там будет дальше? До Эргувиема еще километров, километров 20. Сплавляться, я думаю, можно будет за 7 километров до него начинать, а может быть и раньше. Вот снова место, где стояла палатка, стояночка. Прям какая-то степь, пастбище вытоптанное, а дорога, ну просто трава подмосковная какая-то. Все, сглаженный тундровый рельеф, идти хорошо. Впереди открываются дали тундровые. Это важно, однако, а ведь чем черт не шутит, ну? Можно и плыть, она глубокая, узкая, правда. Видали? Ну все, я живу. Вот это да, пожалуй, можно и сплавляться, а? Я бы такое за день сплавлялась. Вот где проталкивает лодку. Пожалуй, а вон еще хорек стоит. Вон он за камушком. Все, сейчас буду есть. Так, первый попался. Тут главное забрасывать тяжело, потому что их там целое стадо ходит. Очень узкая речушка. Спортивный лов. Ну вот, похоже, я открыла для себя способ простой ловли в таких маленьких речушках. Поймала, в общем-то, и на блесну, и на мушку. Но на мушку более мелкие брали. Ну, а один такой мелкий на блесну взял, один на мушку. Ну вот мне теперь на обед хватит. Короче говоря, надо, главное, подходить, чтобы они не видели, можно даже близко опускать блесну. И вот этот самый крупный, он просто
подплыл вдруг, схватил прям под берегом, ее тут же вытащило. То есть, а так они там хоть и целая стайка, но они начинают потом бояться, они меня видят. А так, если просто опустить весло, она играет, и какой-нибудь проплывающий мимо ее обязательно схватит. И вот большой. А я думал, зачем я в тундре пилу таскаю? А вот попалась мне вот такая палочка тут в тундре. Видно, тоже потеряли при кочевке тиранг. Ну вот, чтобы сварить уху, как раз мне ее хватит. Ну вот, скоро все будет. Скоро я буду сыта. Рыбка котла. Для скорости разгорания, зажигания костра мне помогли вот такие ветровые спички. Мне старатели подарили. 2 спички надо было зажечь. Ну, конечно, с помощью кеннета, то есть всякие. Вот это хорошая разжига. Сухая всякие. Самодельная невесомая крышечка из банки тоже способствует быстрейшему закипанию. И да, Мариночка, ты нигде не пропадешь. Эти слова одного из подписчиков моего канала в комментариях мне особенно запомнились. Спасибо вам. Речка, хотя в некоторых местах она и перепрыгивается, здесь уже почти вполне сплавная. Ну вот здесь вот надо проводить было бы, а вот тут вообще глубина. Вот, ну я прошла вперед, посмотрела, сейчас там. Дальше опять разбои там. И поэтому я решила пройти еще 6 километров. Хотя бы, там будут 2 притока. Может быть, там ее характер станет более покладистым. Более понятным, скажем так. Потому что здесь-то вот, конечно, не везде. Ну, вот тут вдоль берега можно, а там... Хариусы прям ходят. Нет, что не говори, насытый желудок. Любоваться природой гораздо лучше. Съела 1,5 килограмма, наверное, как минимум рыбы, а то и 2. И хоть бы что, легко иду. Она мне совершенно не мешает переносить тяжести в рюкзаке. Это я в воду зашла. Вот такая речка важная в верховьях. Смотрел я 20 километров, ну уже чуть меньше осталось до Эргулиема. Ну вот говорю, километров через 6 он за этой сопочкой справа там. Надеюсь, уже можно будет плыть. Вот это да, будет подарок просто. Ну вот какие перекаты тут. Но пока иду пешком. Так все-таки быстрее продвигаться. Вот они, бескрайние синие дали, просторы Чукотки, просторы нашей России. О, сколько еще идти до горизонта и дальше. Здесь на Чукотке обитает канадский журавль. Он чуть меньше нашего обычного серого журавля. И в его оперении вот заметна такая рыжина, более рыженький.
Чуть-чуть схолмленная равнина полна криков журавлиных в наших суетных низинах. Вновь тоска не сходит с неба и летит, летит над миром эхо птичьей песни древней и сливается с небесной синевой. Раньше курлыканье журавлей вызывало у меня в душе тоскливое чувство осени, увядания природы. Да, в средней полосе журавли становятся заметны, как правило, на пролете, осенью. Здесь же, на Чукотке, журавли гнездятся, и крики их можно слышать в течение всего лета. Крики журавлей и свист евражек, по-моему, самые обыденные чукотские звуки живой природы. Ну вот, 8 вечера, закат, палатку я поставила. Здесь прям рядом плещется рыба. Завтра утром как следует проверю. Может быть, отсюда начну сплав. Конечно, еще много перекатов, но очень уж хочется плыть. Можно и проводить кое-где будет. Вот такая речка тут. Я думаю, смогу поплыть. Ну вот маршрут этой серии начался с ручья Янранай в Аам. Здесь сквозная долина была на очередной ручей. По нему я чуть-чуть спустилась и вышла на следующий перевал. И вот пришла к Янранайским озерам. Вот здесь вот проходит линия полярного круга. Здесь у меня была ночевка. Вот у меня показано отсюда 30 километров. Это до истоков Важной. И вот дальше я шла вот этим ручьем. Здесь поднималась, шла вот здесь вот. Такая нитка. Вот, и отсюда уже, ну, здесь главное было везде, во всех этих поворотах ручьев не запутаться. И вот вышла на верховье реки Важной. И по ней чуть-чуть прошла. И примерно вот здесь вот у меня лагерь, примерно отсюда я начала, попробую начать сплав, скажем так. We must